прошлом видео мы с вами обсуждали, что биткоин топчется в районе круглых 120 тысяч и запиливает этот уровень. И также мы с вами ставили исторический хай, очередной 123-165, данный уровень, и говорили, что эта цена 123-165 будет являться для биткоина магнитом. Что мы с вами увидели через пару дней. Потоптавшись в районе 120, биток рванул наверх, заколол исторический хай, обновил его, снял стопы и отвалился сразу обратно под уровень 120 тысяч. Причем здесь 120 прошивали на повышенных объемах. На данный момент всплеск объема начинает только-только появляться. Теперь уже выносят стопы лонгистов. Как мы с вами говорили, что после закола хая есть возможность улететь на 112 тысяч, а возможно и вообще на круглые 110. На данный момент сняли первые стопы лонгистов в районе 112 600, далее 112, еще ниже 110 500, ну и там круглая 110 тысяч. То есть сейчас самое внимание именно вот на эту, так сказать, пачку стопов лонгистов, потому что наверху, в принципе, на данный момент шортисты все сняты. Ждем, что мы ждем? Ждем еще один всплеск объемов либо при пробое 110, либо при пробое 112. То есть, где будут самые максимальные объемы, то, скорее всего, стопы лонгистов были сняты. Те, кто шортил от 120 до 110, прикрыли свои шорты. Там опять же начнутся у них покупки. Ну и в идеале бы увидеть какой-то разворот и уже обратно наверх. Потому что все-таки я еще думаю, что 120 тысяч, там 123 тысячи, это еще не самый предел по цене. В район 150 еще можем сходить, но это я так думаю на данный момент. Опять же, все зависит от внешних факторов, от каких-то там высказываний, условно, даже Трампа или каких-то новостей. Но я в первую очередь всегда смотрю на график. Все всегда показано на графике. Подытожим. Пробивали 120 тысяч, закалывали ист-хай. Теперь у нас можно, в принципе, данный уровень немножечко пододвинуть. Ну, пока оставим, давайте. Просто мы с вами сейчас обозначим новый ист-хай 124 447. Примерно так. Чуть-чуть поправим. Ну да, 124 470. Вот так оставим. И на данный момент у нас, по сути, наверху будет сопротивление 123-124 500. То есть вот биткоин, можно сказать, что полетел to the moon, только пробив данную плотность. А пока именно идет вынос лонгистов. Именно тех, кто набежал на самых хаях, набежал с мощными плечами. Всех, так сказать, кого надо китам побрить. В идеале бы битку не пробивать 110 и не закрепляться. Заколоть, в принципе, можно. Снять стопы под 110 500 или даже кольнуть 110 круглое. В принципе, можно. Можно даже здесь немножко поболтаться. Но в идеале сильно ниже 110 бы не уходить, не закрепляться там. Это что касается биткоина. Так, давайте опять на недельку и включаем эфир. На эфире что мы с вами обсуждали? Планировалось, что эфир пробьет 4500, кольнет 5, отретестит 4500, либо же 4000. Но свеча хоть и закрылась недельная 11 августа 2025 года выше, но резко ливануло вниз, потому что биток, в принципе, пошел на коррекцию и все за ним, как говорится. Прошибли 4500 обратной красной свечой. Сейчас упираемся в уровень 4150, там 4, ну да, 4150. Это у нас тоже давно нарисованный уровень. Это, такие сказать, локальные хаи конца декабря 2021 года.
То есть мы, пробив их, теперь их ретестим. Но также чуть ниже есть еще круглый уровень 4000. Соответственно, мы можем, в принципе, его и пощупать, потому как мы его пробили. Теперь бы, конечно, показать к нему ретест, потому что мы его не могли пробить весь 24 год. Ну и сильно долго мы не были выше 4000 даже в 2021 году. Соответственно, сейчас, что в идеале бы от эфира увидеть? Ретест 4000 максимум. Опять же, нельзя пробивать 4000 с закреплением. А в идеале бы просто отретестить и улететь уже на перехай и пробивать исторические хаи. Исторические хаи можно также обозначить. На эфире у нас были 4866. Плюс-минус, потому что на всех биржах немножко цены пляшут, но суть это не меняет. Либо отсюда 4150, разворот резкий и пробивать из хаи, вынося опять же стопы шортистов, либо все-таки кольнуть круглые 4, не уходя под них, опять же разворот резкий и улетаем наверх. То есть в сценарий, что мы пробиваем 4 и откатываемся на 3, ну, я пока верить не хочу, и в принципе у меня нет таких сигналов. Поэтому на данный момент пока сигналы все лонговые. Если кто до сих пор не в рынке, так скажем, кто на заборе, конечно, можно пытаться заскакивать в последний вагон, но я бы, конечно, этого не советовал. Что покажет нам эфир, какой график, может и пробьет 4, может улетит на 3, как бы никто не знает, и я в том числе. Мы лишь смотрим на график. Пока тренд восходящий, пока все это ретесты к пробоям. Если же мы закроемся под 4000, тогда да, можно сказать, что это ложный пробой круглых 4000, и тогда мы уже повалимся в район 3000. Промежуточный уровень со стопами 3357. В принципе, по эфиру также рассказал. Если будут какие-то вопросы, можете задавать в Телеграме. Также подписывайтесь на Телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube-канал. Всем спасибо, всем пока.